Приветствую во второй части серии о источниках освещения в Unreal Engine. В этой серии мы посмотрим на такие источники освещения, как спотлайты. Разберем их настройки, посмотрим, как они работают с ES-профайлами. Вот, кстати, тут они использованы. Тут у нас стоят обычные споты. Разберем тоже их настройки. Посмотрим на emissive материалы самосветящиеся. И также point light, который у меня вот здесь. Тоже разберем все настройки. Не обращайте внимания на плохое качество запеченного света и вот эту всю грязь. Я запекаю в данный момент свет на процессоре на самых минимальных настройках стандартных wall settings. И также вот тут у меня настройки на превью. Делаю я для того, чтобы показать одну крутую настройку, которой почему-то никто не пользуется. Все ставят источники освещения в static или в movable, а вот stationary пропускают. А я как раз для этого и запекаю на процессоре, так как с GPU Lightmass эта настройка не работает. Свет запекается как на обычном static. Я вам покажу, что такое static и как им пользоваться. Давайте перейдем к спотлайту. Я сейчас удалю все источники освещения, оставлю один и начнем разбор. Запекся свет с единым источником Spotlight с практически стандартными настройками. Единственное, в этот раз я выбрал как раз Stationary режим, и сейчас объясню, что он значит. Movable, все знают, что это такое. Это источник освещения, который мы можем двигать, он динамический, он не запекается совершенно. И от него нет, конечно же, так как мы не запекаем, никаких отскоков. То есть, если он светит на стену, то вокруг темно. Это movable. Статик тоже мы знаем, если мы запечем свет, вокруг него тоже отскоки появятся, станет светлее. А вот что такое stationary? Stationary режим запекается как статик. Как вы видите, у нас свет на стене, на полу, немножко на потолке, на стенах. То есть он осветил интерьер как статик, запекся. Но главная особенность режима статик — это то, что после запекания мы можем изменять интенсивность и цвет света. Вот смотрите, у нас есть интенсивность, никаких сообщений о том, что нам надо перезапечь наше освещение, нет. И мы можем его выключить, включить, выключить, увеличить. Мы двигаем нашу интенсивность. Конечно, интенсивность отскока запеченного не меняется, но какой-то классный эффект в видео мы создать можем. И также цвет. Мы в реальном времени можем менять цвет этого источника света. Он может быть какой угодно. И тоже без перезапекания. И в этот раз даже отскоки тоже... Нет, кстати, отскоки не красятся. Так, вот это в принципе все. И есть несколько ограничений. В принципе, оно одно. Каждый источник света имеет свой вот этот attenuation radius. Что это такое? Это то, докуда достает источник освещения. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот есть у нас источник, он светит на стену. А тут стоит 1000, мы ставим 100. Он не досвечивает до стены, у нас темно. Вот мы сделали его 400, он достает до стены. Это как бы мы обрезаем, докуда светит наш свет. Так вот, вернемся к нашему
stationary источнику освещения. Есть один нюанс. Вот, допустим, мы сделаем вот так, их 3, хорошо, но только я ставлю рядом 4. Или еще, да, вот. Больше 4 их не может быть, вот этот уже работать не будет. То есть он запечется как статик, и мы не сможем менять интенсивность и цвет. Почему так происходит? Для того, чтобы мы могли менять цвета нашего источника и интенсивность, свет запекается на каждом объекте. То есть, смотрите, вот эти attenuation radius, они пересекаются. То есть пятна нашего источника света накладываются один на другой. У каждой текстуры у объекта есть 4 канала: RGB, как мы знаем, и альфа. Вот как бы продемонстрировать. Давайте возьмем вот материал пола. Откроем. Есть картинка и есть канал красный, зеленый, синий и альфа. Так вот, при запекании света со Stationary Unreal собирает информацию на вот этой стене. Так как у нас 4 канала, может быть только 4 источника освещения одновременно, которые пересекаются на этом объекте. Если мы, допустим, уберем, даже не так, если мы просто уменьшим их attenuation radius, чтобы они не пересекались, или мы, допустим, возьмем и угол 10 градусов. Вот. Они все равно пересекаются. Давайте просто attenuation radius сделаем маленький. Вот. Они не пересекаются. Их можно сделать сколько угодно. Только если они начнут пересекаться, можно только 4. Это все, что нужно знать об ограничении stationary lights. Так. Дальше я верну их в статик, так как... и еще один нюанс. GPU Light Mask от Luoshang не работает stationary режим. То есть, если мы даже ставим stationary, он просто запекается как в статик. В новом официальном GPU Light Mask пока коряво работает. Иногда работает, иногда не работает. Поэтому я и запекал свет на процессоре. Все дальше уже буду запекать на видеокарте, так как с этой настройкой мы уже разобрались. Поехали дальше. Вернемся к нашим настройкам. Интенсивность — это понятно. Как и в прошлом видео я рассказывал о интенсивности источников освещения. Это также интенсивность, вот эта intensity отвечает за первое прикосновение источника освещения вот со стеной. Если вам вот эта яркость подходит, но в интерьере все равно темно, мы, как и в прошлом уроке, возвращаемся к Indirect Lighting Intensity, увеличиваем, чтобы дать больше интерьера, больше света в интерьер. Настройка у нас Attenuation Radius. Это, как я уже сказал, скажем так, то, докуда добивает свет. Еще он работает так. Вот, допустим, вы поставили 400. Ну, давайте, чтобы было видно конец, поставим 300. Вот вы видите конец конуса. Сейчас на примере в Photoshop я вам покажу, как стандартно работает вот этот Attenuation Radius. Вот у нас есть источник освещения. Вы поставили, вот сейчас мы поставили 300 наш Attenuation Radius. Он работает так, что от источника освещения до цифры 300, или которую вы укажете, таким ровным градиентом от единицы к нулю свет начинает стухать. Но если вам это не подходит, вы можете это изменить. Вот тут не забывайте, если у вас не раскрыто вот этот треугольничек, нажимаете. Есть такая галочка Use Inverse Square Fall-Off. Если ее убрать, то мы можем менять вот этой настройкой Light Fall-Off Exponent, насколько
дальше доходит наш свет по этому градиенту, который я вам показывал. Это работает примерно вот так. Вот стандартно мягкий градиент от нуля, от единицы к нулю. Но если мы включаем нашу галочку Use Inverse Squared Fall Off, появляется вот эта настройка Light Fall Off Exponent. Стандартно она стоит по центру, это цифра 8. Если мы уменьшаем и увеличиваем, мы просто меняем контраст, с которым будет вот этот градиент. Я вам покажу на примере вот таком. Вот мы опускаем, наш градиент движется вниз. Больше света, и мы можем посунуть его вот в сам низ. Или если мы увеличиваем нашу цифру этого показателя, нашего света становится меньше. Вот примерно вот так работает эта настройка. Также вы можете это видеть здесь. Вот я двигаю, света меньше, больше, меньше, больше. Вы можете подвинуть, если поставить единицу. Цвет будет практически без градиента идти в сам конец attenuation радиуса. Следующий у нас конусы. Inner cone angle и outer cone angle. Я всегда стараюсь, чтобы outer cone angle — это как бы конус, с которым светит наш источник освещения. И inner cone — это внутренний. Я всегда внутренний делаю меньше, чтобы между ними было еще немного пространства. Тогда свет ложится красивым таким градиентом, а не четкой линией. Если, допустим, их сделать одинаковыми, то получится, что четкая очень линия. Иногда это нужно, чтобы вы знали, что так можно сделать. Но если внутренний конус сделать поменьше, получается прикольное такое яркое пятно внутри, и мягко рассеивается свет снаружи. Дальше у нас Source Radius. Это как бы размер самого источника освещения, размер лампочки, можем сказать. Это знаете для чего? Для отражения вот здесь. Отражение. Я специально вот эту такую плитку на стену наложил, чтобы показать вам вот этот параметр. Сейчас Source Radius 0. Если мы его начнем увеличивать, ничего не поменяется. Сейчас. Смотрите. Сейчас Source Radius 2. Мы его увеличиваем. Увеличивается как бы сама лампочка и меняется при этом отражение на стене. Вот так. Также иногда, как здесь, в определенный момент, где-то на 7 я уменьшаю, но пятно на стене не уменьшается. Тогда есть вторая настройка, которая регулирует как раз вот этот спекуляр в отражениях. Вот тут он specular scale, он стоит единица. Если мы его уменьшаем, уменьшается и вот это отражение на отражающих всех объектах. И если бывает вам нужно источник освещения убрать из отражений, вы просто здесь ставите 0, и он пропадает совершенно. Вот. Тоже важная настройка. Дальше это длина, как бы радиус, soft source radius. Чем больше этот радиус, тем больше будут размываться тени от объектов, которые, допустим, тут будут стоять и отбрасывать тени. Чем больше вот этот радиус, тем больше они будут размываться. И также есть длина источника. Это можно просто превратить его вот в такой формы источник света, и в отражениях он тоже такой. Иногда бывают какие-то лампы, подсветки. Тоже вот это можно здесь изменять. Видите, в отражениях оно меняется, если надо. Температуру вы уже знаете. Affect Volt, Cast Shadows — это отбрасывание теней. Indirect Lighting Intensity мы уже прошли. В принципе, это почти все по настройках. Единственное, что осталось, это ES профайлы. Вот здесь внизу они находятся.
Кстати, в бесплатном доступе в Unreal Marketplace есть хороший пак. Просто в поиске наберите ES, он выдаст бесплатный пак. Тут много хороших профилей. И все, что вы делаете, это просто перетаскиваете сюда и в реальном времени видите, можно чуть-чуть интенсивность уменьшить. В реальном времени видите, как меняется рисунок. Подбираете, который вам нравится. Все остальные настройки работают как раньше, просто рисунок самого света меняется. Интенсивность остается, Indirect Lighting Intensity остается. Просто вот выбираете рисунок на стене. На стене, на полу некоторые ES-ки отбрасывают свет вверх. То есть все как в 3D Max, V-Ray, Короне, к чему вы привыкли. Все работает так же, только быстрее и в реальном времени. Так же, как и на солнце, настройка... Сейчас я ее найду. Так, где же она? Вот. Use Area Shadows for Stationary Lights. Как и в Directional Light в прошлом уроке, при включенной этой галочке, чем дальше будут находиться объекты от источника освещения, тем мягче они будут отбрасывать тени. По спотлайту это все. Переходим к следующему источнику освещения. Это у нас Point Light. Переходим к источнику освещения Point Light. Вот он у меня здесь. Точнее, их два. Один вверху и один внизу. Они, в принципе, по настройках ничем не отличаются от Spotlight'а. Единственное то, что они светят во все стороны. И Attenuation Radius просто создает такую сферу. Он подходит хорошо к вот таким торшерам всяким. И очень хорошо освещает также, если у вас есть посреди комнаты какая-то люстра. Поставить один такой хорошо осветит. Давайте быстренько пройдемся по настройкам. Сейчас я запек свет с GPU Lightmass уже. И как вы можете видеть, уже красивенькие тени, четкие. Уже нет таких жестких пятен. Кстати, вот то, о чем я говорил, я запек свет с официальным GPU Lightmass в 4.26. И в этот раз я просто забыл поставить статик, оставил в Stationary. И вот оно работает так 50 на 50. Вот интенсивность я могу убрать только пятна, но вот это остается. И цвет также меняется, только какая-то часть небольшая. То есть, до конца еще не работает, но в следующих версиях, я думаю, это поправят, и мы будем пользоваться всеми настройками. Значит, интенсивность — это понятно. Первое касание на стене, яркость пятна. Если мало, увеличиваем Indirect Lighting Intensity. Все аналогично, все настройки аналогично, но главной настройкой вот этого Point Light'а является его радиус. Так как чем больше радиус, тем размытие будут все тени. Вот сейчас вы видите, вот тут хорошо размыто, нет никаких таких очень четких, некрасивых, нереалистичных теней. Это потому что я его радиус увеличил до 7 сантиметров, и Soft Source радиус также увеличил до 7. Дальше больше настроек никаких нет. Тоже можно и ES-ку сюда всунуть, но это вряд ли вы будете пользоваться. В общем, по Point Light'у это все.